Вы слушаете драйв-шоу «Вечерний проспект» с Александром Лавровым. О том, что мы сами выбираем тех, с кем живем, и степень откровенности выбираем сами. И о том, что откровенным быть сложно, и даже не столько с ним, сколько с самим собой. И вот в этом разговоре прозвучала одна мысль, которой я хочу с вами поделиться. Свобода – это прежде всего ответственность. Ответственность за свои поступки и, в первую очередь, за свои эмоции. Согласитесь, это то, что может повлиять на ваши отношения. Я Александр Лавров. Добрый вечер. Я действительно работаю там на одной радиостанции, на другой радиостанции. Периодически там пробую себя там. Не понимал, а чего конкретно я хочу. И сокрушался по поводу того, что у меня нет в жизни цели. Не какой-то такой глобальный, чтобы все было хорошо и все были здоровы, а какой-то конкретной мужской, там, понятной цели. Работ было много, а понимания того, что мне нужно, не было вообще никакого. Я училась в МГИМО, и это вуз, который расширяет горизонты до максимума, предоставляет очень много разных возможностей, ресурсов, знаний и так далее, владение языками, то есть все. Единственный вопрос, на который я никак не могла найти для себя ответ, это вопрос «зачем?». Я ходила там у нас по нижнему этажу в МГИМО, подошла к киоску журнальному, тогда он там был, и увидела черно-белый журнал, который выбивался из всей пестроты картинки других изданий, представленных там. И, вы знаете, там на 4-й обложке стояла вот такая вот большая печать, имитация печати, где было написано «Для тех, кто устал от бессмыслицы». И у меня тогда прям сердце дрогнуло. В итоге результатом стало то, что я уже с 3-го курса работала в журнале «Фома». И ответ на вопрос «зачем?» для меня был очевиден. Там крутили у виска, надо было заканчивать такой институт, чтобы пойти работать в православный журнал за 3 копейки. Было понимание, что я плыву по течению, и течение меня несет, и периодически слева проплывает что-то красивое. Я говорю, ой, какой я молодец, вот как прям я вот хорошо все сделал, как красиво. А потом раз, справа какая-то отвратительная картинка. Я плыву, думаю, как не очень хорошо сложилось. И, конечно же, это не моя вина, это течение меня сюда принесло, но как-то очень плохо. Я жил сегодняшним днем, получал какие-то деньги, не до конца понимал, для чего, но при этом меня не отпускало ощущение, что их мало. И работа мне тоже нравится, но не очень, потому что начальник глупец, а работа какая-то неумная, и я заслуживаю большего, но чего я не знаю. И так продолжалось очень много лет, что меня мучило тогда и мучает сейчас, но чего я не знал, как избежать тогда, но знаю, как избежать сейчас. Это дикая аллергия на рутину. Если мой вчерашний день похож на день сегодняшний, и у меня есть уверенность в том, что завтрашний не будет ничем отличаться, я начинал сильно болеть. Я начинал раскачивать эту лодку, чтобы хоть какие-то волны были, чтобы немножко разнообразить свою жизнь. В конце концов, лодка переворачивалась. Я выгребал куда-то на берег и искал другую лодку. Зомби среди нас. Эпидемия ходячих мертвецов в США. Ученые обнаружили вирус, который превращает людей в нежить. Почему в Дании из-под земли восстали мертвые звери? Зачем гаитяне бетонируют могилы и выставляют кордоны на кладбищах? Вооруженная церковь. Почему американские прихожане держат в страхе целый город? И зачем верующие приходят на мессу с винтовками? Если говорить о более глубинных и сущностных вещах, как и любой юной гражданке, наверное, лет с 20 мне очень хотелось, чтобы у меня была своя семья. Наверное, как именно образ семьи в моем сознании это сложилось в единую картинку чуть позже, а так просто мне хотелось встретить человека, с которым у нас было бы, я не знаю, синхронное дыхание, что ли. И вот здесь как раз
никакой ракеты не происходило. И чтобы понять, что в личной жизни это не работает, что там совершенно другие законы в отношениях между мужчиной и женщиной, и что для этого важно не просто оптику поменять в глазах, а, может быть, даже иногда и всю себя разобрать, промыть, прочистить и потом собрать обратно. Для этого потребовалось время. И мечтать я об этом начала, наверное, лет с 20. И прошло много лет, больше 10 лет, прежде чем это стало возможно. Ага. А вы в судьбу верите? Да. Ну что, в каком смысле, да, что все предначертано, например? Или что вы сами как-то рулите? Вот как вы считаете? Мне просто Наверное, интересно. мы все живем с каким-то убеждением, что однажды все как-то живут, и мы тоже как-то заживем. Когда-нибудь. Что все равно может... Я вырос в семье, в которой никогда не говорили о Боге. Что у меня, что у родителей. Всегда был вот этот вот запрос на то, чтобы найти, встретить. Когда я совершил столько ошибок, сколько не поместится ни в одной книге, я тогда пробовал свои силы в тревел-журналистике и с группой журналистов поехал в Иорданию. И когда я пришел в очень красивый белокаменный храм, русскую православную миссию на Иордании, там у каждой конфессии есть свой дом, и монахиня, матушка Илария, которая там продавала все это ребятам, она так им продает, она на меня поглядывает. А я вижу, что она на меня поглядывает, и вообще ничего не понимаю. Вышла из-за прилавка, взяла меня за руку, подняла мне снизу вверх свои глаза, говорит: значит, слушай, наш настоятель, он здесь бывает очень редко. У него постоянно паломники, какие-то поездки, он человек важный. И он здесь бывает крайне редко. Но вот сейчас, вот в эту самую минуту, он находится в соседней комнате. Иди к нему, поговори с ним. Я начал, конечно же, возражать как-то, но возражать было бесполезно. Она меня взяла за руку, отвела туда, я захожу, там такая большая комната, очень большая, она была вся какая-то светлая, и на диване сидит священник в сером подряснике, абсолютно седой, белый, ослепительно. И такой красивый, как какой-то Гендальф просто. Может быть, он сказал что-то более подробное, я не помню. Я потом как-то пытался вспомнить, о чем мы с ним говорили, и что он мне сказал, а что я ему сказал. У меня как будто бы все стерлось. Но я помню, храм на юго-западный, он говорит. Вот съезди туда, и вот там ты найдешь все ответы. Вот прям вот 100%. И мы с ним распрощались, я вышел оттуда, такой ошалевший абсолютно. И, конечно же, я, вернувшись в Москву, вот, в ноябрь, сразу же позвонил там знакомой своей, которая знала все ответы, на мой взгляд, вот, которые мне были нужны. Говорю: слушай, вот у меня такая вот история, мне надо. Он говорит: ну поехали, сейчас съездим туда. Мы поехали в этот храм Архангела Михаила на юго-западный. И я, как-то все равно, когда ты ожидаешь чего-то, у тебя есть такое предощущение, что это будет вау, круто, ты придешь, и как пазл в нужный войдешь, и картина сразу станет целой. А я зашел сюда, походил и подумал: блин, не оно. Я не могу это объяснить. Я говорю: слушай, что-то ничего не чувствую. Она говорит: слушай, может быть, проблема в том, что здесь нету иконы твоего покровителя Александра Невского. Она есть вот в часовне в соседней. Надо туда зайти. Вот, может быть, там вот и оно. Мы походили здесь и пошли туда.
просто вот того прозрения, такого счастливого ощущения, что ты в нужном месте, как это было в Иордании. Здесь и не случилось. Это случилось гораздо позже. И это было горькое разочарование. Язык обстоятельств. Есть у меня подруга, которая меня 3 года подряд звала, умоляла, заманивала на одну очень крутую, самую крутую в России радийную конференцию. Поскольку, говорит, ты радийщица, тебе обязательно надо там побывать. Люди сумасшедшие деньги платят, чтобы там оказаться, за участие, да? А тебя бесплатно готовы принять. Пожалуйста, давай, я договорилась, приходи. 2 года я ее не слышала. На 3-й год я подумала, а почему нет? А правда, а попробую-ка я сходить. Я не могу сказать, что я чего-то там ожидала увидеть. Нет, просто к тому моменту я поняла, если я хочу, чтобы в моей жизни что-то изменилось, надо дать жизни возможность проявиться. Я отменила какие-то свои дела и думаю, все, ладно, поеду, буду смотреть, чем занимаются люди, что там за крутейшая радийная конференция. Приезжаю, а там уже обед, первая часть закончилась. И я хожу, деваться мне некуда, я не понимаю, про что там вообще речь шла. Смотрю на план, вижу какие-то, спикеры, да, темы. И вот я уже отчаялась. Подругу, кстати, свою найти не могу, ее там тоже не было. И я хожу с чашкой чая, не пойму, куда мне приткнуться. И вижу, все столики заняты, но есть один, где всего один молодой человек стоит. Потрясающий какой-то, харизматичный, все. Я к нему так подошла, говорю, простите, пожалуйста, а могу я свою чашку к вам на столик поставить, потому что вообще больше некуда. И его реакция, знаете, она была такая, как будто бы он день тут стоит и ждет, чтобы я к нему подошла. И, наконец-то, вот она, я подошла. Вот так вот это реагировало. Я поставила, несколько смутилась, конечно, говорю, спасибо. Я пойду, отхожу от столика и чувствую, что меня вот так вот магнитом тянет обратно. И я разворачиваюсь, возвращаюсь к столику и говорю, простите, а может быть, вы мне расскажете, что здесь было, а то у меня все я все пропустила. Вот так мы познакомились с Сашей, и, собственно, с того момента, по большому счету, больше уже и не расставались. Что, поехали? Ты готова? Да. Мотор. Всем удачи. Поехали. Осень какая немилосердная. Закрывай скорее, очень холодно, извините. Конечно же, вы знаете, кто такой Павел Астахов. Естественно. Адвокат, общественный деятель. Известный телеведущий, примерный семьянин. И импозантный, галантный красавец. Так вот, мы готовились к сегодняшней встрече и поняли, что настоящего Павла Астахова знает разве что его жена Светлана. Сегодня познакомиться ближе с этой удивительной семьей будет возможность у всех наших зрителей. Программой будут двое встречаться с юристом Павлом Астаховым. И его супругой Светланой. Очень скоро после знакомства она мне сказала одну вещь, которая меня сразу встрепенула. Она говорит, в воскресенье утром я не могу, в воскресенье утром я в храм еду. Я говорю, а куда в храм? Говорит, на юго-западную, там есть один. Я так, да ладно, храм на юго-западной, вот этот вот, который Архангел Михаил, говорит, нет, другой храм. Я говорю, а что за храм? Александра Невского. Я говорю, да ладно. На юго-западной есть храм Александра Невского. Она говорит, да, вот только что, вот недавно построили. Я потом, отматывая назад, понял, что построили его, фактически вот, он открыл свои двери. Чуть ли не в тот самый момент, когда я встретил то, что я встретил на Иордании. Понимаете, вот. Или около того. Но для меня вот это они как-то вот совпали, вот эти моменты. Я не удивлюсь, если вот в тот самый момент, когда этот священник сказал «храм на юго-западной», вот в тот самый момент открылись двери храма на юго-западной. Мы приехали туда. И Алечка
подводит меня к батюшке и говорит, вот отец Игорь, это Александр, это вот отец Игорь. Я тебе о нем рассказывала. И он так на меня посмотрел, говорит, берегите ее, она золото. Я говорю, ну а что значит берегите ее? Мы вот как-то... Он говорит, нет, берегите ее. То есть он сразу все как-то вот считал. Вот. И все как-то замкнулось. И, конечно же, он меня там спустя очень короткое время крестил на Сретенье в этом храме Александра Невского. Когда все стало на свои места, я перестала быть женщиной, которая считает, что ей нужно что-то доказать. Я впервые в жизни увидела человека, способного любить так, как он. И такого больше не бывает. Я пригласил на венчание там своего близкого друга с женой и родителей, дочку, тетушку, племянники приехали, все. Алечка пригласила весь профессорский состав МГИМО, Владимира Романовича Легойду, а это правая рука патриарха, известных режиссеров, журналистов. И она, вот когда составляла этот список, я говорю, Алечка, а можно я не приду? Ты посмотри, какие там люди, и я. Мне было и радостно, и страшно. Ну, думаю, ну как, я их разочарую. Я не смогу. Она говорит, сможешь? От чего? Все уже, все есть. Ты не просто сможешь, ты уже смог. И вот все, как-то оно вот со всех сторон пришло так, воедино. Венчается раба Божия Алла, рабу Божию Александру во имя Отца и Сына и Святого Духа. Семейный час на радио «Вера». Добрый вечер, дорогие друзья. В светлой студии «Радио Вера», в нашей любимой студии на Андреевской набережной этим осенним прекрасным вечером вас приветствует Алла Митрофанова, Александр Ананьев. и в качестве эпиграфа к нашему сегодняшнему разговору. Поскольку у нас программа называется «Семейный час», мы хотим с Аллой Митрофановой сегодня поговорить не столько и не только о совместной молитве в целом, хотя и об этом тоже, сколько о совместной молитве супругов, о совместной семейной молитве, о совместной молитве мужа, жены и детей, и о многом другом. Я благодаря Саше имею хоть какой-то шанс стать чуть-чуть лучше, чем я есть. Да, вот конкретный пример. У нас был очень острый момент, связанный с работой, где у меня возникло недопонимание по отношению к моим коллегам. Я страшно была возмущена. И мне хотелось там в какой-то рабочий чат быстро там что-то такое написать. Саша мне сказал, он был за рулем в этот момент, он видел, что со мной происходит, он меня очень хорошо знает, да, и он мне сказал, пожалуйста, не надо, остынь. Ты не решишь вопрос своими эмоциональными выплесками. Но ты можешь очень сильно усугубить ситуацию и поранить людей. Пожалуйста, не делай этого. И буквально вечером того же дня я сижу и думаю, интересная штука. Саша блестяще озвучивает для радио «Вера» тексты из журнала «Фома». У Саши потрясающие артистические данные. У нас только что вот в Амхат имени Горького пришел человек, с которым мы по смыслам фомовским очень друг другу созвучны. А почему бы не предложить Эдуарду Баякову в Амхате поставить 12 непридуманных историй из журнала «Фома»?
И вот однажды группа раненых летчиков подошла к рынку. Они увидели нищенку и бегающих вокруг нее детей. И летчик полез в карман, достал денежку и вот эту красную купюру аккуратно опустил к ногам женщины. От неожиданности та подняла голову и вдруг как закричит. Как закричит. Вы можете представить, это оказался ее муж. Вы можете представить, как она, спасаясь... Ощущение было, будто бы домой пришел. Возможно, без денег. Я впервые в жизни работал не ради зарплаты, и такого удовольствия от работы я не получал никогда. Вот иногда, когда двое делают одну работу, но получается не два результата, а по непонятным причинам гораздо больше. Такого, просто вот отдельно меня, такого, как я, и гораздо лучше, чем я, найти можно миллион. Но вот такого сочетания вы больше нигде не найдете. И это не потому, что нам хочется миллион денег заработать. Нет, просто вот эта энергия, она настолько уникальна. Дайте нам возможность ее донести. Господь дает такую возможность просто в свое время. Очень, очень деликатно, очень тонко. Вот я тебя люблю. О, страшный пёсик. Ага, еще поешь меня в моей же собственной кровати. Нет. Еще в первый день, еще даже до того, как собака появилась, с Алечкой договорились, что мы никогда не будем называть друг друга «мама пришла» или «папа пришел». Вот как это вот, да, часто хозяев называют «мой папа». Я не папа, я хозяин. Но у меня все равно не получается указывать ему на место. Вроде Я говорила. Иди на место, а потом думаю, господи, ну что я, ей-богу, а? Ну мне же самому хорошо, когда его обнимаю. Ну, и все, так получается. Я вот за последний год очень много раз поймал себя на диком сожалении о том, что я не сделал этого раньше. Я бесчетное количество раз сокрушался в разговоре с Алечкой. Говорю, что ж вот мы с тобой два дурака не встретились 15 лет назад. Мы бы, может быть, просто друг друга не заметили. Потому что нет цельности внутри, нет правильной оптики в глазах. У тебя линзы искажены, зрение искажено. Не факт, что мы бы были готовы к тому, чтобы создать семью тогда. Судьба человека, она меняется постоянно. В другой момент, замечаем мы это или не замечаем. Вот тот, кто замечает чудеса, в его жизни чудес случается гораздо больше, чем тот, кто проходит мимо или говорит, ну это случайность.